Genshin Impact – компьютерная игра в жанре экшен-адвенчер с открытым миром и элементами RPG, разработанная китайской компанией MiHoYo Limited. В основе Genshin Impact лежит система гатча, называемая в игре молитвой. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Тейват, который является домом для 7 различных народов, каждый из которых связан с отдельной стихией и управляется отдельным богом, называемым во вселенной игры Архонт. Сюжет рассказывает о герое, названном Путешественник, который странствует по бесчисленным мирам со своим братом-близнецом Итера или же сестрой-близнецом Люмин, в зависимости от того, кого игрок выберет в начале игры, прежде чем разлучиться в Тейвате. Впоследствии герой вместе со своей спутницей-компаньоном Паймон, которую путешественник выловил из озера и тем самым спас ей жизнь, отправляется на поиски своего потерянного близнеца, одновременно участвуя в делах народов Тейвата. Нингуан – величественная аристократка Ли Юэ, одного из 7 государств Тейвата. Она потратила целое состояние на левитационные камни и построила роскошный летающий дворец, который круглый год парит над Ли Юэ. И этот дворец, как и сама Нингуан, очень привлекательный, но совершенно недоступный. Сама она состоит в группировке Тисин, которая управляет Ли Юэ. К тому же Нингуан является одним из наиболее успешных предпринимателей в самом крупном торговом городе. Девушка знает каждого жителя гавани. Те, кому повезет встретиться с Нингуан, будут поражены ее удивительной проницательностью и необычайным умом. Кроме того, Нингуан обладает уникальным стилем. Успешная деловая женщина, любящая мать и сестра, звезда банкетов и любительница сладостей. Нингуан – это женщина-загадка, которую никто не может разгадать. Всем привет! Традиционно начнем с коробки. И тут нет смысла говорить про ее массивность. Она действительно одна из самых тяжелых и крупных коробок, которые были у нас на обзорах. Основной бокс выполнен фактически из фанеры. Имеет узорные окошки по бокам и позолоченный орнамент на всех остальных сторонах. А открывается он сверху, разделяясь на 2 части, внутри которых находится непосредственно коробка с фигуркой. Она ничем не примечательна и сделана из обычного тонкого картона. А вот уже в ней 3 слоя блистера с фигуркой, аксессуарами и базой. Надо сказать, что вес всей упаковки вместе с фигуркой получается примерно около 5-7 килограмм, что, согласитесь, отвал башки. Итак, что же находится в блистерах? Ширма, которая ставится фоном за кресло Нины. Курительница с дымом. Сменный пальчик с курительной трубкой, раскрытый свиток, видимо, со списком дел, фонарь с подсветкой от батарейки CR1632, свитки, один из которых включает фонарь прикосновением за счет магнитов. Ваза для этих свитков. Высокая декоративная тумба. И большая квадратная подставка с пазами для закрепления всех элементов. Нингуан
Высокая молодая женщина со светлой кожей, глазами цвета янтаря и длинными белыми волосами, часть которых убрана в пучок на затылке и заколота деревянной шпилькой с золотым узором, а часть свободно не спадает на спину. На челке золотая заколка с красной кисточкой. Она одета в белое платье средней длины с высокими разрезами по бокам и воротником-стойкой. На подоле платья есть также несколько декоративных разрезов, которые делают его похожим на перевернутую лилию. Лиф отделан золотом, воротник черный отделан белым мехом и заколот брошью с белым камнем. К подолу цвет платья переходит в желтоватый. Также Нингуан носит длинные черные перчатки, черные туфельки и своего рода отдельные черные с золотой отделкой рукава, закрепленные на предплечьях и похожие на крылышки стрекозы. На внешней стороне левого бедра Нингуан нанесена красная татуировка, правую щиколотку украшает золотой орнамент. Глаз бога персонажа, украшенный красными лентами, закреплен слева на талии. В правую руку фигурки можно вложить курительную трубку, а левой она обхватывает прядь волос. Нингуан элегантно сидит на массивном деревянном кресле, закинув ногу на ногу. Ее взгляд направлен на собеседника, в глазах читается чувство превосходства. Всем привет! С вами Ларри. Вы только что посмотрели распаковку фигурки персонажа Нингуан из игры Genshin Impact от компании MiHoYo. Если понравилось, ставь лайк. Я расскажу про ее плюсы и минусы. Мы переходим к оценке. Подъехало экспертное мнение. MiHoYo, они на самом деле дистрики, а производитель Apex, по сути. Ну, хотя кому какое дело. Давайте сегодня начнем с минусов. Ну, должно же быть у такой красоты хоть что-то отрицательное. Да, у меня сегодня настроение, да и вы поняли. О, придумала. Цена. Фигурка вышла в мае 2022 года в Китае и позже в сентябре в Японии. Сейчас оригинал можно откопать на Озоне за почти 45 тысяч рублей. И это, блин, нифига не дешево за фигурку масштаба 1/7. Все, записываю цену в минус. Даже если там коробка, качество и прочее. Ничего не хочу слышать. Цена минус. И не надо меня в комментариях отговаривать. А еще вес. Вы коробищу видели? Как такое вообще тащить с почты? Да там спину надорвать можно, если ты не качок. Кошмар. Совсем о клиентах не думают. Ироды. Ой, вот только не надо мне сейчас говорить, что на Озоне можно доставку на дом заказать. Я, может, ее не из Озона заказываю. Я, может, вломила денег на посредника в Казахстане. И там, блин, тоже с деком можно до дверей заказать. Черт. Ой, ну и пофиг. Все равно тяжелая. Хотя сама фигурка по итогу весит не больше полукилограмма. Могли бы и не выеживаться, и сделать коробку более легкой. Минус за вес. Я так решила. Докопалась. Молодец. Возьми с полки или нет. Ну и что ты сладкое не ешь? Ну, посмеялись и хватит. На самом деле минусов нет, но есть один нюанс. Помните, я про батарейку говорила для фонаря? Так вот, изначально заявлялась совершенно другая CR1220. И буквально за 2 недели до релиза всем, кто предзаказал фигурку, было разослано письмо о том, что батарейка в лампе изменилась. Вот такой интересный факт о фигурке. Не знаю, зачем он вам, но пусть будет. А что же в целом? А в целом она великолепна, прекрасна, обворожительна. И будет радовать глаз фанатов персонажа, фанатов игры, ценителей шикарных пластиковых фигурок и властных китайских женщин.
Прекрасный покрас, отсутствие уродских швов, подставка с пазами, благодаря которым на ней все надежно закрепляется, и при перемещении фигурки, например, во время уборки, с нее ничего не падает. Они придумали включение фонарика не просто тумблером, который торчал бы где-нибудь сбоку, или того хуже, приходилось бы вытаскивать каждый раз фонарь из пазов, а прикосновением свитка. То есть предмет декора играет роль внутри этого декора. Я ставлю наивысшую оценку этой красоте и выражаю большую благодарность своему другу за то, что он разрешил ее поснимать для вас. Надеюсь, не зря. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить дальнейшие обзоры. Пишите в комментариях ваши впечатления от фигурки. Приходите к нам в другие соцсети, ссылки в описании. Также поддержать канал можно на Бусти. А я с вами ненадолго прощаюсь. Хороших вам фигурок!